Большие новости от Toyota. Теперь Century превращается в отдельный люксовый бренд, тщательно отобранный для продаж по всему миру. Задача ясна. Бросить вызов Rolls-Royce и Bentley. И да, по слухам, под капотом может появиться даже 12-цилиндровый мотор. Звучит интригующе, не правда ли? С вами Томас Авточувство. Мы на Japan Mobility Show в Токио. Сегодня у Toyota уже есть Century, тот самый классический седан, а также его современная представительская версия. Кроме того, недавно появился крупный кроссовер, в котором легко узнать отголоски Rolls-Royce Cullinan. Но до сих пор все это оставалось почти исключительно для Японии. Немного машин уходило в Китай и всегда штучно. Просто заказать такую модель где-нибудь еще было невозможно. Теперь ситуация меняется. Новый концепт кроссовера купе показывает совершенно другой подход. Взгляните на длинную плавную линию крыши и вытянутый капот в этом оранжево-медном оттенке. Выглядит впечатляюще. По моей информации, именно эта модель готовится к глобальному запуску. Каждая машина будет собираться вручную мастерами, или, как они сами говорят, майстерс, по-немецки мастера, людьми, стоящими за каждым из этих эксклюзивных экземпляров. Персонализация обещает быть абсолютной, от цвета кузова до мельчайших деталей интерьера. Совсем скоро заглянем внутрь. Главное сейчас Toyota выводит Century на мировой уровень и ставит его выше Lexus. Иерархия всем знакома. Toyota автомобили для всех, Lexus премиум. А теперь появляется Century, который поднимается еще выше, в настоящую зону ультралюкса, туда, где правят Rolls-Royce и Bentley. Спереди сразу бросаются в глаза огромные воздухозаборники. Намек на мощный бензиновый двигатель под капотом. Решетка радиатора тоже заслуживает внимания, скорее всего в серийной версии ее сделают немного сдержанней. Кто знает, возможно появятся и разные варианты силовых установок. Подождем и увидим. Концепт стоит на массивных черных колесах, которые придают ему уверенную статную посадку. А теперь посмотрите на эмблему. Феникс традиционно золотой, символ возрождения и восхождения из пепла. В этом знаке целая история марки, словно напоминание о ее корнях и стремление к обновлению. Любопытный контраст. Ведь Toyota всегда делала ставку на массовые модели. Corolla, RAV4 и другие. А теперь компания идет в противоположном направлении, к самой вершине модельного ряда. И все же возникает вопрос. Нужен ли миру еще один ультралюксовый бренд? Таких сегодня немало. Одни процветают, другие едва держатся на плаву. А большинство существует только как часть крупных концернов. Тем временем сцена постепенно меняется. Фон заливается мягким красным светом, атмосфера сгущается. Обычно подобные шоу просто представление для топ-менеджеров. Но не в этот раз. Сам глава Toyota выходит на сцену и говорит с явным волнением. Он вкладывает душу именно в этот проект Century. Посмотрим, оправдается ли ставка. Примет ли публика Century как настоящего конкурента Rolls-Royce и Bentley? Совсем скоро, когда двери откроются, мы заглянем внутрь. Там представлена совершенно новая концепция шоферского автомобиля. Смысл прост. Это не машина, за руль которой садишься сам, а та, в которой тебя везут. А вот взгляните, двери раскрываются в раздельной конфигурации, а переднее пассажирское кресло плавно отъезжает назад и слегка поворачивается к тебе, чтобы было удобнее садиться. Затем оно также мягко возвращается на место. Умное решение. И да, это правая сторона, ведь модель с правым рулем, рассчитанная на рынке вроде Японии и Великобритании. Сзади видно, что водитель отделен стеклянной перегородкой с мягкой подсветкой, направленной к его месту. А за ней единственное пассажирское кресло. Именно так здесь представляет формат поездки с личным водителем. И если взглянуть на корму, бросается в глаза удивительно чистая обтекаемая линия, и то, что заднего стекла нет вовсе. Подобные эксперименты мы уже видели, например, у Polestar 4. Идея та же.
Создать замкнутое, коконоподобное пространство внутри и при этом сделать внешний облик еще более выразительным и скульптурным, вместо окна камеры, которые транслируют изображение наружного мира на внутренние экраны. Световая графика сзади перекликается с передней частью, формирует цельный визуальный образ. В целом дизайн предельно чист. Настоящий дизайнерский манифест. И, как уже говорилось, цвет кузова можно будет выбрать практически любой, какой только придет в голову. Что касается силовой установки, пока остаются только догадки. У этого концепта нет выхлопа вовсе. И внешне он выглядит как электромобиль. Представители Century ничего не подтвердили, но дали понять, что вариантов несколько. Возможно, это будет двигатель внутреннего сгорания, по слухам, V12, а может и полностью электрическая версия. Скорее всего, все будет зависеть от рынка. В Китае активно растет спрос на люксовые электрокары, а в США вершиной роскоши по-прежнему считают большие бензиновые моторы. Похоже, Toyota намерена оставить обе двери открытыми. Кстати, обратите внимание на профиль. Этот оттенок Flame Orange, по словам компании, состоит из 60 слоев краски. Символично, ведь Феникс на эмблеме Century напрямую связан с огнем и возрождением. Посмотрим, сколько слоев доживет до серийной версии. А вертикальная световая полоса вдоль борта, возможно, будет выполнять еще и роль индикатора зарядки. Пока в линейке всего два автомобиля, представительский седан и кроссовер. Оба рассчитаны прежде всего на японский рынок. Хотя кроссовер вскоре появится и в Китае. И на этом по сути пока все. Главная сложность для Toyota масштабировать сам бренд. Кто будет продавать и обслуживать эти автомобили? Даже в Японии лишь несколько тщательно отобранных дилеров имеют право работать с Century. Так что за пределами страны они станут еще большей редкостью. Но видно, что Toyota решительно настроена развивать эту марку. Что касается цен, в Японии Century стоит выше Audi, BMW, Mercedes и даже Lexus. К примеру, кроссовер оценивается примерно в 140 тысяч евро. А выше уже начинается территория Rolls-Royce и Bentley. Так что главный вопрос остается открытым. Оставит ли Toyota Century на этом уровне или поднимет его в зону ультралюкса? Как бы то ни было, наблюдать за этим будет по-настоящему интересно.